Вот такая беда со столом случилась. Вырвала нахрен эта боковая стенка. И получается, ну вроде только верхушка пострадала. Я вот думаю, залить эпоксидкой вот это просто, либо переставить крепление, но тогда и в ответной части нужно будет пересверливать все. В общем, и вот эти штуки сломались. Не знаю, как они называются, фиксаторы. Подпадали. Но я все-таки, наверное, залью для начала эпоксидкой, вставлю их. Вот, сейчас покажу. И вот эти верхние части, куда столешница крепится, тоже. Здесь отломился кусок, а здесь вообще высыпался. Вот. Ну что, я думаю, надо взять эпоксидку, размешать с тырсой, с ДСП и залить вот так. И я думаю, оно еще походит. Потому что вот так оно отходит, нагрузку не держит, шатается. Я думаю, вот это зальем эпоксидкой. И стол походит еще. Так-то оно не видно, потому что это накрывается сверху столешница. Эта часть не видно. Та сторона лицевая, она вся целая. И вот эту часть будет, ну, вот эти полосочки будет видно, потому что с торца тоже планка идет. Она, в принципе, перекроет. В общем, будем ремонтировать. Сейчас наколочу эпоксидки. У меня такие китайские пооставались тут. Она немного подстыла. Не знаю, нагреть ее. Старая. Но я думаю, она схватится, если 1 к 1 размешивается. И просто залью. Я думаю, тырсу даже сюда не надо будет. Клею год где-то пролежал. Конечно, выглядит он уже грустно. Надо его сразу купил и использовать, потому что все равно засыхает. Наверное, растворитель через вот этот пластик проходит. Так, это один компонент, вот второй. Надеюсь, оно схватится. Так, капнем чуть-чуть на стенки. Пусть пропитывает. И вставляем. Она вообще на 2 половинки разошлась. Тут механизм такой, когда затягиваешь, оно раздвигает вот эти круглые штучки в стороны и зажимает вот так. Вставляем. Главное, чтобы этот клей схватился, потому что выглядит он чуть-чуть не так, как свежий. Я заливаю, потому что думаю, когда оно вырывалось, то оно и часть стружки с собой вырвало, и отверстие больше стало, поэтому я его заполняю клеем. А в этом месте дыромаха большая и отверстие еще, поэтому я сюда вставлю вот эту пластиночку, чтобы перекрыть отверстие, и так прижму. Вот, чтобы не отходило. И сюда я уже залью эпоксидку, я думаю, намешать ее вместе с тырсой. Вот я, короче, кусочки вот такие наотламывал от старой досточки. Ну, короче, кусок ДСП туда сейчас натрушу, перемешаю и заполню. Последняя часть осталась. Здесь не до конца выломано, поэтому я думаю просто, что просто сделать. Внутрь здесь замазать эпоксидкой и вот эту часть сковырнуть тут и тут. И тоже налить эпоксидки, до конца не разбирать, потому что с той стороны это лицевая сторона,
чтобы ее не портить. Вот это мы из эпоксидки сделаем вот эту верхушку и внутрь зальем. Клей застыл. Я его чуть подшкурил, чтобы он не выпирал. Был вровень с поверхностью, так как тут будет задняя часть прилегать, чтобы она ровно прилегала, не было щелей. В общем, и так получилось. Был бы еще баллончик бежевой краски, было бы прикольно бы это все закрасить цвет. Ну ладно, и так сойдет. Все равно эту часть видно не будет. Сейчас я стол соберу обратно. Вот, надо еще просверлить сверху отверстие, так как оно клеем его залило. Сейчас просверлим, чтобы верхняя крышка сюда встала. И с этой стороны тоже. Вот так смотрится в собранном виде. Лайфхак рабочий, в принципе, все крепко, надежно. Вторая жизнь столу обеспечена.